Привет! По информации организации «Байпол», Беларусь готовится принять ядерные боеголовки с РФ. Согласно опубликованной информации, командир технической позиции управляемых авиационных средств поражения 116-й штурмовой авиационной базы города Лида майор Пойлов Александр Олегович, 1985 года рождения, с марта по май 23 года выезжал в Россию, где в одном из учебных центров прошел обучение по работе с ядерными боеприпасами. После прохождения обучения он обучил данным знаниям командиров подчиненных ему групп. В Байпол заявили, что среди военнослужащих идут разговоры о том, что должны прибыть ядерные боеприпасы из России. Для этой цели восстанавливаются пустые ангары на территории базы. Носителями ядерного оружия могут быть базирующиеся на базе самолеты Су-25, на которых необходимо только поменять балочные держатели для крепления боеприпасов. Важно добавить, что мир абсолютно ясно видит как замыслы, так и блеф обезумевших диктаторов. Поэтому президент Польши в очередной раз заявил о готовности разместить на территории своей страны ядерное оружие. Вот что заявил Дуда, цитата. «Это уже некоторое время тема польско-американских переговоров. Я уже говорил об этом несколько раз. Признаюсь, когда меня об этом спросили, я заявил о нашей готовности. Россия все сильнее милитаризирует район Калининграда. В последнее время она перебрасывает свое ядерное оружие в Беларусь. Эти заявления, конечно же, обусловлены агрессией России против Украины и сумасбродными угрозами Кремля и его приспешников о применении ядерных ударов. Как видим, Запад устал постоянно слушать ядерные угрозы от трусов и принимается за ответные меры. Все это, конечно, ведет к обострению ситуации вокруг Беларуси и несет дополнительные опасности для белорусов. Но такая цена за тщеславие, которую так любит Лукашенко. Ему же, наверное, не терпится сравниться с Ким Чен Ыном и ощущать себя лидером ядерной страны. Лично я сомневаюсь в готовности Кремля начать ядерную войну, потому как трус умеет только пугать, поскольку это единственная возможность скрыть свой страх. Но использовать Беларусь для ядерной провокации Запада кажется вполне приемлемой идеей для сумасшедшего карлика. А что будет с простыми белорусами – вопрос второстепенный, если не сказать вообще неважный. Зачем великим думать о пыли под ногами? Главное, что весь мир в труху, а там хоть камни с неба. А я напоминаю, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе честной аналитики. Российские пропагандисты открыто призывают атаковать Израиль, активно поддерживая Иран на правах своего основного военного союзника. Так, пропагандист ежедневной авторской программы на радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан в прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайв» заявил, что Россия полностью поддерживает Иран в его противостоянии с Израилем. Он утверждал, что Тегеран стал одним из немногих, кто поддержал Москву во время оккупационного вторжения российской армии в Украину. По его словам, теперь Москва обязана поддерживать Иран в конфликте с Израилем, поскольку две страны являются союзниками. Поэтому он призвал сбивать израильские и американские самолеты. Также российские официальные лица оправдывают крупномасштабную иранскую атаку на Израиль в ночь с 13 на 14 апреля. Они ошибочно приравнивают ее к израильскому удару в начале месяца, направленному против представителей Корпуса стражей Исламской революции в Дамаске. Постоянный представитель РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что массированная комбинированная атака Ирана по Израилю является правомерным ответом на нападение израильской армии на дипломатическое представительство Тегерана в Сирии. Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на призыв посла Израиля в России осудить атаку Ирана заявила, что не помнит осуждения израильской стороной ударов Киева по территории РФ. Ранее во внешнедипломатическом ведомстве России призвали Израиль и Иран к воздержанию, не осудив обстрел Тегерана. Со своей стороны пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, мол, Россия выступает против эскалации и поддерживает политико-дипломатическое разрешение конфликтов на Ближнем Востоке. Скорее всего, Россия продолжит проводить информационные операции, призванные оправдать перед международным сообществом удары Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля.
Вероятность того, что российские военные и специалисты компании «Росатом» совершат диверсию на Запорожской атомной электростанции в городе Энергодар с потенциально катастрофическими последствиями продолжает оставаться крайне высокой. Ведь ядерный терроризм – это привычное дело для России. Кремль не один раз угрожал миру ядерным оружием, а российские оккупационные войска превратили самую крупную АЭС в Европе в военную базу. Еще с первых дней полномасштабного вторжения в Украину РФ предприняла беспрецедентные действия – оккупацию Чернобыльской и Запорожской АЭС. Это первые случаи оккупации атомных электростанций в мировой истории и в то же время грубое нарушение норм международного атомного права. Мы опасно близко подходим к ядерному происшествию. Такое заявление сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси 15 апреля 2024 года на заседании Совета безопасности ООН, говоря о недавних обстрелах Запорожской атомной электростанции. Напомним, что еще в июле 2023 года во время обхода ЗАЭС инспекторы Международного агентства по ядерной энергии обнаружили противопехотные мины, установленные в буферной зоне между наружным и внутренним ограждениями по периметру территории станции. Допустимо ли это на атомном объекте? А всего неделю назад Запорожская АЭС подверглась прямым ударам дронами. Это произошло впервые с ноября 2022 года. Один из ударов пришелся по защитному куполу 6-го реактора ЗАЭС, а еще 2 по объектам вблизи зданий, где расположены реакторы. Пострадал по меньшей мере 1 человек. Кремль, как обычно, поспешил обвинить в обстрелах Украину. На это в украинском энергоатоме заявили о том, что такие обвинения беспочвенны и являются попыткой Москвы скрыть собственные намерения. О том, что российские оккупанты решили сымитировать удар по Запорожской атомной электростанции с помощью дронов и попытаться обвинить в этом Украину, говорится в исследовании британских военных аналитиков Маккензи по заказу международной организации Greenpeace Германии. Вот о чем говорится в исследовании, цитата. «Заявление российского правительства о якобы украинских атаках беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию содержит признаки инсценировки России. А БПЛА были запущены вблизи ЗАЭС и, следовательно, могли прилететь с территории, оккупированной Россией. Оккупация Энергодара и ЗАЭС, пожалуй, одна из самых значимых угроз для безопасности Европы. Российские войска на ЗАЭС оказывают давление на работников станции, что непосредственно влияет на ее безопасную эксплуатацию и возможность быстрого реагирования на кризисные ситуации. Продолжается сбор свидетельств очевидцев событий на ЗАЭС, которые указывают на то, что с самого начала оккупации российские военные и Росатом развернули систематическую, широкомасштабную кампанию похищений, пыток и убийств персонала атомной станции и жителей Энергодара. Путин продолжает шантажировать весь цивилизованный мир возможной радиационной катастрофой на крупнейшей в Европе атомной электростанции. Это является сознательным ядерным терроризмом, который используется в политических целях. Единственная возможность предотвратить катастрофу на ЗАЭС – это ее деоккупация и перевод под контроль Киева. Друзья, пишите комментарии, делитесь своими мнениями, подписывайтесь на канал и следите за новыми выпусками.